Всем привет, с вами Дэн, и привез я таки новиночку Vario из Сингапура. Vario Versa Reversible Dual Time. И это, как мне кажется, одна из самых интересных моделей часов вообще вышедших, в 2025 году. И сейчас постараюсь рассказать, почему. Значит, у нас тут что? Гарантия, здесь описание про модель. Здесь еще вот так вот приятненько даже дополнительная бакля на ремешочек. И классический для Vario, кстати, по-моему, Айван Чуа, владелец, собственно, и дизайнер Vario, первым, наверное, был, кто придумал именно вот такие travel кейсы, используют для часов. Как мне кажется, это идеально, потому что travel кейс всегда пригодится, всегда нужен, меньше места занимает, упаковка удобнее, пересылка удобнее. По-моему, это здорово. И вот как раз-таки экологично, в отличие от всех там дурацких коробок, которые иногда некоторые швейцарцы придумывают. Здесь у нас еще тряпочка, и вот самое главное, это часы. Как раз-таки вот эта версия Reversible Dual Time, да? А что это значит? А значит, что у нас здесь двойное время. GMT-шечка. Но какая GMT-шечка? За эту модель, за эту конструкцию Vario получили награду немецкую IF Design Award в 2025 году как раз-таки за дизайн. И здесь разработка у Vario своя. Ну смотрите, все гениальное просто. Опа! Переворачиваем. И у нас что? У нас второй циферблат, второй часовой пояс. И здесь два механизма. Один и второй. И они независимые, поэтому вы настраиваете как раз-таки два часовых пояса. Слушайте, я когда увидел первый раз эти часы, я подумал, что насколько это гениально, насколько просто. Потому что, такое вот переосмысление, что ли, Жижеликультор реверса, да. Но те были сделаны для игры в поло, а эти как раз-таки по современным меркам, то, что более полезно, это разные часовые пояса на запястье. Вот когда недавно к ним как раз-таки ехал в Сингапур, вот постоянно, когда смотришь на время местное, время в Москве, и когда у тебя какие-то звонки, конференции, и ты всегда думаешь, блин, ну как же удобно, когда часы GMT. Даже телефон так быстро не даст понять, сколько время. А здесь еще удобно, потому что тебя ничего не отвлекает. То есть ты раз и берешь, у тебя один часовой пояс и второй. И это супер здорово. И это гениально, это просто и классно по-фаново именно сделано. Ну, кстати, прежде чем перейти уже к полноценному обзору часов, хочу показать вам два ремешка, которые вот взял у Vario тоже. Они же ведь начинали именно с ремешков, и Vario славится своими ремешками. Они действительно потрясающие. И соотношение цена-качество, как мне кажется, наверное, одно из лучших, если не лучшее на рынке. Очень шикарные ремешки, итальянская кожа, потрясающе сделано, качество, прострочка. Я ношу много ремешков Vario разных, и кожаные, и из ткани, и они долго служат, они реально классные, они душевные. И вот Айван, или по-нашему Иван, он действительно любит ремешки, и они классно делают. Вот рекомендую всем, кто любит хорошие ремешки, обязательно смотрите в том числе и у Vario. Ну что ж, наши часы, такие поворотные, и давайте про них поговорим по характеристикам, а потом покажу, как они будут на запястье. Есть несколько вариаций циферблата одного и второго. У меня вот версия, где здесь серо-белый циферблат, можно сказать, основной, и второй циферблат, он уже идет как перламутровый, в данном случае. 39 мм на 26 мм и толщина 12 мм. Такие весьма и весьма небольшие, аккуратные часы. Каждая версия, расцветка циферблата, всего по 100 штук. Здесь два механизма Ronda, кварцевый SlimTech 1062 с батареей на 6 лет. То есть здесь два механизма. Они настраиваются, соответственно, один вот здесь настраивается, и вот второй здесь настраивается. Поэтому независимо друг от друга работают. Два сапфировых стекла, 50 метров водозащиты, то есть под дождь попасть, руки помыть вполне можно себе позволить. Внутреннее антибликовое покрытие. И ремешок базовый идет из итальянской кожи на застежке бабочки. Плюс в комплекте есть на всякий случай, если нужно, еще одна застежка, если вы будете ставить, например, сторонний ремешок, и можно баклю от Vario поставить, как приятно, И $428 стоимость таких часов. На мой взгляд, очень и очень доступная цена.
Вот, знаете, хотел, помимо того, что здесь действительно необычный, вот я бы сказал, гениальный и простой механизм переключения, при этом часы не выглядят как, знаете, какая-то конструкция нагроможденная. Нет, это выглядит как art-деко, да, классический такой вариация прямоугольная. Особенно циферблат основной, я так скажу, синеные стрелки, железная дорога есть, ардека, все прямые линии, все здесь красиво, все интересно. Нет секундной стрелки, чтобы ничего не отвлекало. И более того, мне кажется, что к такого плана именно кварцевым часам здесь секунды не нужна, потому что мы даже не знаем, а здесь механика, здесь или кварц. И это выглядит классно. Это прям как вот нужно. И знаете, я всегда был поклонником часов Жижи Культер Реверс, да, и часто хотел их купить, но они мне на запястье как-то вот никогда не садились. Ну, видимо, из-за того, что вот форма запястья, косточка, да, торчит. Но когда я примерял именно Варио, вы знаете, что они сели, потому что у них немножко другая форма. Они чуть-чуть шире, они чуть-чуть короче. И они сидят, они сидят. И при том, что все-таки прямоугольные часы должны быть небольшие. Они на, ну, если хотите, голом запястье, может быть, смотрятся немножко не так, как нужно, потому что все-таки прямоугольник это не под футболку, да. Прямоугольник это все-таки больше под рубашку, под пиджак, что-то такое. И вот тогда они раскрываются по полной. Вот это классно. И вот эта модель мне села. Наверное, это и первый прямоугольник, именно вот небольшой и классический, который мне сел на запястье. Мне нравится, как это выглядит, мне нравится, что они нигде не топорщатся, ничего не мешает, потому что короткий корпус, но при этом они не выглядят малышами, да, не выглядят какими-то вот, ну, слишком маленькими часами. Вот это, мне кажется, самый раз для меня, мое запястье 18,5, и вот этот размер вот то, что нужно. Мне нравится, как они сели. Я думаю, что не каждому эта модель подойдет, не каждому она сядет, поэтому обязательно, конечно же, лучше примерять, но в целом достаточно универсальный, на мой взгляд, здесь идет размерчик. Очень удобно на руке, и это, по-моему, здорово. Ну, не зря здесь награда за дизайн. За дизайн имеется в виду это не визуал даже, а именно вот все вместе в комплексе, да, как вот разработка именно продукта. Вот это важный момент. Очень легкие часы, 66,5 грамм. Vario очень самобытный бренд, и мне кажется, эта модель именно вот подчеркивает их характер этого бренда, необычность, нестандартность, уклон такой вот в винтаж. Здесь всегда классное качество, здесь всегда классная идея, здесь всегда вот классное воплощение именно вот винтажной идеи, но в современном, если так можно сказать, исполнении. Круто, а? И перламутр. Красивый перламутр, он такой от черного до, вот, мне даже какие-то горы здесь мерещатся, потому что немножко розового и зеленого в правой нижней части появляется, да, при разных углах освещения. Посмотрите, как красиво, очень красиво, шикарно, на мой взгляд. И здесь нет, знаете, вот, что основная часть не основная, это всегда основная, вот сверху как бы такой квадратик немножко выступающий. Ну и ремешок, просто шик, бомба, система быстрой замены, естественно, есть, здесь все прекрасно. Очень круто сделано. Варио, конечно, красавчики. Что хочу сказать по итогам. Необычная модель, конечно, модель не для каждого, но это самое важное, потому что мы хотим модели, которые не для всех, которые вот нравятся именно нам. И это классно. И сейчас прямоугольники постепенно набирают, возвращают свои позиции в мире. Мне тоже нравится этот момент, потому что не хватает немножко прямоугольных и тем более таких интересных часов. Здесь потрясающая, необычная реализация, классная отделка. Здесь красивые часы сами по себе, независимо от того, что это такой перевертыш, к тому же. И, как мне кажется, просто класснейшее ценообразование. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.